Доброго времени уток, друзья! С вами по-прежнему Арталаски, и я прям вот рад приветствовать вас в этом видео, потому что сегодня мы будем рисовать графику для игры на новом Wacom Cintiq. Если вы не знаете, что такое Wacom Cintiq, то, скорее всего, просто никогда не увлекались цифровым рисованием, потому что Wacom это самый топовый топ. Это самые дорогие и самые качественные планшеты вообще в индустрии. И с этого ролика я начну его, мягко говоря, тестировать, использовать его в различных сферах. Мы будем рисовать игровую графику, мы будем заниматься цифровым скульптингом в том же ZBrush, будем рисовать текстуры. В общем, мне и самому очень интересно, что же из себя представляет такой дорогущий планшет, чем он завоевал свое уважение и любовь художников по всему миру. И если вы вдруг захотите полноценный обзор на вот эту рисовальную монстра-машину, обязательно пишите об этом в комментариях. Потому что вы знаете, как я люблю делать обзоры на графические планшеты. Ну а что касается игровой графики, мы будем рисовать не какой-нибудь пиксель-арт и не плоскую векторную графику, это может делать любой школьник. Сегодня мы станем на тропу профессиональной графики, профессионального геймдева, хотя бы потому, что мы используем профессиональный инструмент. Но мы будем использовать совершенно простую SAI, а не какой-нибудь профессиональный Photoshop. Но если вы до сих пор не знаете, за что я люблю SAI, то вы увидите это, собственно, в этом видео. А сейчас мы перейдем к делу и создадим новый документ. В принципе, 3000 на 3000 нам, казалось бы, должно быть достаточно. Да нет, да это даже много, этому немножечко зажрались. Поставим здесь практически в 2 раза меньше, чтобы у нас было 3000 на 1080 пикселей. Не вздумайте поставить что-нибудь другое, если не хотите намертво повесить свой компьютер. Собственно, почему именно такое разрешение? Как вы могли заметить, здесь достаточно большая длина. Я буду рисовать под Full HD разрешение, то есть это где-то 1920 на 1080 пикселей. И, грубо говоря, это будет вот так пополам, но так как мы разделили здесь немножко иначе, где-то вот так вот. То есть соотношение 16 на 9 у нас будет примерно вот отсюда, а это как бы дополнительный кусочек, дополнительное место. Чуть позже вы поймете почему. Но ограничивать мы его будем не прям вот так, а кусочек здесь и кусочек вот здесь. По-хорошему бы нам бы еще сверху небольшой кусочек и снизу, но это нам пригодилось бы при рисовании фона. А сейчас мы будем рисовать по сути концепт и кусочки игровой графики, которую, естественно, будем вставлять никуда иначе, как в Unity. Я оставлю здесь вот эти две полоски, создам новый слой и, блин, как же прикольно им нажимать. Вау. Не обращайте внимания, просто это мой совершенно первый тест Wacom Cintiq. До этого я вообще его еще не пробовал. Просто сходу вот так сел, давай писать видос. Заодно посмотрим, чего ты стоишь. Стоишь ты недешево. За что я не люблю сайт, так это за светлый интерфейс и за не самый удобный подбор цвета. Здесь, конечно, есть еще всякие вот эти вот ползунки туда-сюдашечки, но, блин, дайте мне обычную кубическую палитру. Что это за... В общем, единственное, что мне нравится, не нравится в SAI, это ее интерфейс. Как-то его уже наконец-таки изменят. И да простят меня боги SAI, которые только на нем и рисуют. Ну, блин, ну это реально как-то неудобно. В общем, я сейчас беру темно-синий цвет, потому что именно этим цветом я сейчас буду делать вот такую красивую размазню. По сути, это будет наш задний цвет фона, и я не стараюсь ее сделать прям вот так вот сплошным цветом, как это делается через, например, вот такие вот обычные кисти. Я специально беру инструмент акварель, потому что мне, ну, прям нравится, как он вот так вот размывает цвета, и это то, за что я SAI, собственно, люблю, так это за смешение цветов. Моя задача сейчас сделать более-менее темный такой фон, но неоднородный, чтобы на нем вот оставались вот такие вот всякие текстурки, штрихи, чтобы сохранялась какая-то текстура. Ну, кстати, по ощущениям,
перо достаточно приятно скользит по экрану. Нету каких-то противных скрипов, скрежетов, как я наблюдал это на китайских планшетах. А до этого, как вы помните, у меня был Gammon PD1560. Здесь, конечно, ощущение от рисования, ну прям вот совсем, вот от слова совсем вот другие. Ну и, конечно же, в лучшую сторону. А тем временем я создаю новый слой. И, кстати, вот что мне еще нравится. Курсор тыкает именно туда, куда я тыкну стилусом. Чего я, к сожалению, не наблюдал на предыдущих своих планшетах. Там все-таки пара миллиметров было. Такой, знаете, эффект параллакса. Нажимаешь где-нибудь вот здесь, а тебе... Вот так вот. Нажимаешь здесь, а тебе где-то вот здесь вот нажимает. Ну, как бы в центре экрана обычно такого нету, а где-нибудь вот по краям уже такое наблюдается. И бывает, что если здесь находятся какие-то кнопки, ты нажимаешь одну кнопку, а тебе нажимается другая. Но здесь, к счастью, такого нет. Ну и честно, я был бы удивлен, если бы у Wacom тоже такое было. Беру снова этот цвет, потому что тот я немножко сбил, делаю его чуть более насыщенным светлым и ближе к голубому вот так вот перевожу. Даже, наверное, еще ближе. И еще светлее. Попробуем. В принципе, неплохо. Давайте его попробуем вот так вот, прямо здесь размыть. Но для этого я через Ctrl-A или Ctrl-C все выделю, скопирую и на новый слой через Ctrl-V помещу. Будет у меня как бы такой дубликатик. И в принципе пока этот слой оставим пустым, а на этом будем уже смешивать цвета. Опять же, не до однородной такой массы, а вот так вот легонечко где-то смешиваем, где-то оставляем мазки, чтобы... ну я хочу, чтобы у меня в стиле оставалась такая текстурность, был как бы эффект такой рисованности, потому что мне это лично дико нравится. Я не очень люблю всякие зализанные такие арты, которые прям вот зализаны. Да и, как правило, в них даже особо отличия не увидишь между вот таких вот, в которых каждая деталька прорисована. Ну, точнее, художник это увидит, а, как правило, обычный игрок на это даже внимания не обращает. Поэтому я даже особо и не вижу практического смысла в таком вот действии. Так, ну, низ мы тоже немножечко так вот подкорректируем, подтемним. И нет, это не водичка будет, и даже не ночь, это просто синий фон. На самом деле мы рисуем лес, но, возможно, вы это уже заметили по превьюшке. Итак, если вам уже что-то нравится, то, что вы тут рисуете, сразу сохраняйтесь. У меня, конечно, не было случаев вылета Саи, но у меня были случаи отключения света. А это, как понимаете, обидненько. А теперь на новом слое мы будем добавлять что-то зеленое, ну, в принципе, траву и землю. А по сути, можем сразу взять как такой вот зеленый цвет и начать его сюда добавлять. Но, естественно, не вот такой. Мы его подкорректируем сейчас. Но я, пожалуй, возьму снова темно-синий цвет. И как-нибудь сейчас смешаю его. Именно, да, смешаю в цифровом рисовании. В Сае я могу себе позволить смешивать цвета. Не сильно, но могу. Так, вот такой цвет уже, в принципе, интересный. Но маленький такой лайфхак, особенно для начинающих, но хоть я и далеко не начинающий, он мне тоже очень часто помогает. Видимо, чувство цвета у меня еще далеко не самое лучшее. В принципе, это очевидно. Создаю новый слой. Полностью через заливку однородно заливаю его черным либо белым цветом. И здесь теперь в режиме наложения выбираю цвет. И у меня как бы такой черно-белый теперь получается рисунок. И я по тону могу посмотреть, как у меня цвета между собой сочетаются. То есть, если он будет сливаться, я это могу не увидеть. Вот давайте сейчас все на примере конкретно покажу. Вот этот цвет. Возьму просто другой тон. Как бы я тоже выбрал коричневый. И как бы... Ну, уже кажется, что как-то... Ну, брат, ну ты сюда не вписываешься. Ну, не отсюда ты. Ты с другого района.
включаешь черно-белый цвет, и ты видишь, да он же сливается. Это же какой-то засланный казачок. Но если ты начинающий художник, ты поначалу этого можешь не увидеть. Либо подумаешь, ну, так бывает, что ж. Вот, стоит взять даже цвет чуть потемнее, мы уже видим, да, уже что-то лучше, но еще все равно сливается. Возьмем еще темнее, и мы видим, да, черт, это то, что нужно. Но как-то слишком уж тут все насыщенно. Для этого нам стоит теперь просто убавить насыщенность, и мы получаем практически то, что нам нужно. Тот самый цвет. Огонь. Но так как у нас здесь практически все синее, я его стараюсь немножко смешать с синим цветом, чтобы он как бы такой оттенок хотя бы немного имел. Итоговый цвет у нас будет, ну, примерно вот такой. Нет, не вот такой, вот такой. Вот, как бы здесь по тону все нормально, по насыщенности, по яркости, так сказать, тоже все окей. Ладно, надо стирать все вот это вот дело. Мне все равно этот цвет не нравится. Кстати, не забывайте, что при выбранной акварели цвета все-таки смешиваются. Если вы хотите, чтобы цвета не смешивались, берите лучше инструмент кисть. И здесь стойкость поставьте побольше. Вот, теперь все нормально. А тем временем я здесь сделаю еще немножко таких вот набросков. И видим, да, видим, оно сливается. А все почему? Потому что плохой цвет. Но по сути у нас тупо серый цвет, а за счет того, что вокруг синяя, мне кажется, что он коричневатый. Так, это перебор. Ну-ка. Ну, уже лучше. Опс. Вот. В принципе, такой цвет меня уже устраивает. Я беру побольше, но уже акварель. И вот так вот большую достаточно площадь здесь прорисовываю. По сути, даже вот так вот за края зайду. Вот такой вот я наглый. Так, отлично. Можно даже уже немножко приблизить. Теперь на все вот это вот дело мне надо наложить чуть более светлый цвет. Но не настолько насыщенный, конечно, вот так. Вот мне прям нравится. Будет у нас просто земелька. И опять же, не прям вот до однородного такого цвета, это будет некрасиво. А смешиваем, где-то сильнее проявляем, потом смешиваем, где-то еле-еле прям вот так вот и уходит в темноту. Растворяется в тумане. И вот тогда это будет уже красиво. Но не забываем про объем, конечно же. Более темный цвет. И менее насыщенный. Окей, основа у нас практически есть. Ах, как же я люблю смешивание этих цветов. Так, нет, вот сейчас размазал, прям вот вообще некрасиво. Вот, ну хотя бы вот так. Далее создаю новый слой и создаю здесь травку. Но опять же смотрим по тону. Как-то, ну блин, ну слишком светло. Хотя, в принципе, не так уж и плохо. Мне только не нравится оттенок. Вот такой вот оттенок уже мне больше нравится. А если ближе к желтому... Вот ближе к желтому вообще прям то, что надо. Я даже сохраню этот цвет в своей памяти и в своем сердце. Еще больше желтого. Вот теперь вот реально то, что надо. А можно даже взять пипеткой один из этих цветов и продолжить вот так вот рисовать. Через таб спрячу интерфейс, который я так не люблю. И полностью отдаемся творчеству. Если бы еще здесь можно было сделать этот фон хотя бы темно-серым, было бы вообще здорово.
но не в этой программе. Вот, должен заметить, что травка у нас занимает многовато места. Нам это сейчас придется кое-как исправлять. Либо увеличивать холст, либо уменьшать травку. И кажется, я выберу второе. Допустим, вот так. Мы, в принципе, сейчас вообще можем избавиться от земли, которую мы так долго подбирали, и превратить все это дело вот в такую полянку. Что, кстати, тоже не такой уж плохой вариант. Но цвет я, пожалуй, здесь возьму еще чуть потемнее и сделаю что-то вроде вот такой вот подрезки, чтобы прям вот резкая была грань. А теперь такими вот маленькими стрижками, не очень аккуратными, сымитирую поверхность травы. Потому что, сами понимаете, ровная линия — это неинтересно. Если ты ровный, это вообще никому не интересно. Теперь берем еще более светлый цвет, и более насыщенный, и более желтый. И также через акварель я здесь замучу немножко травки. Хотя, пожалуй, нет. Я сделал лучше это на новом слое. Так будет безопаснее. И опять же, просто ее как бы наметить. Не нужно ее вот всю вот так вот покрывать. Это будет долго, муторно и все-таки некрасиво. А вот в некоторых местах вот так вот пометить. И, кстати, все-таки лучше сейчас это будет делать обычной кистью. Так. Стараемся не повторяться. Так, на первое время этого сейчас нам будет вполне достаточно, поэтому переключаемся на слой с фоном и создаем здесь поверх него новый слой. Это у нас будут деревья. А я по-прежнему беру цвет земли, потому что он темный, ну и потому что он почти коричневый, и он достаточно легко смешивается у нас. Получаем очень просто вот такую вот красоту, но эта красота не имеет под собой никакого фона, поэтому если давайте еще один новый слой создадим, я сюда положу какой-нибудь другой цвет, то соответственно и цвет этой штуки тоже изменится. То есть сейчас он синий, подложу сюда какой-нибудь другой, и он будет уже вот такой. Так. То есть это не очень хорошо, но это легко поправимо, и мы этим попозже займемся. Так, лишнее убираем. Я его, в принципе, даже на новый слой вынесу и спрячу. Будет что-то вроде палитры. Нарисую какое-нибудь прям большое такое дерево. Оно у нас будет что-то вроде основного такого элемента на этом концепте. Оно будет занимать очень много места и бросаться в глаза. Вот. Но здесь уже нам так отмазаться не получится,
что у нас тут цвета просто красиво смешиваются. А нам здесь уже придется постараться. Но я еще немножечко добавлю вот таких вот деревцов. Но не сюда. Куда-нибудь вот сюда. Лучше все-таки потоньше. Как бы старайтесь не перегружать тоже деталями. Ну и немножечко стилизации на ветках, потому что ветки, ну вообще деревья, они образуют такие как бы суставы. То есть вот так вот, допустим, сделаем вот раз ветка, вот два ветка. А здесь на их стыке можно делать вот такие вот как бы шишечки, бугорки. В общем, делайте их. Это будет намного лучше, чем просто будут вот такие вот трубы, неинтересные никому. А делайте где-то утолщение под конец ветки, наоборот, или вот так вот сужаете, и это будет действительно прикольно. Они будут выглядеть более живыми. Вот такие вот прямые стволы. Но сейчас ими уже никого не удивишь. Это уже не очень интересно выглядит. Поэтому их все равно надо чем-то вот так вот разбавлять. И в чем удобство редактирования вот таких вот слоев? Здесь гораздо проще экспериментировать. Допустим, вот так. Но знаете, что я думаю? Я думаю, что мне не хватит этого места. Потому что я хочу добавить сюда еще больше всяких деталей. И как бы по-хорошему мне просто надо было это порисовать чуть меньше. То есть, чтобы у меня трава была уже где-то здесь, а земля была где-то здесь. Потому что сам персонаж будет где-то вот такой, а не вот такой. То есть я тут немножко размахнулся по размерам. И с другой стороны, это даже лучше. Потому что лучше нарисовать в более высоком разрешении и немножечко сжать, раза в два, чем нарисовать меньше и потом растягивать. Потери в качестве будет гораздо больше. А в нашем же случае, когда мы нарисуем больше и сожмем до более меньшего размера, потеря в качестве будет минимальная, а в большинстве случаев даже вообще незаметная. Поэтому что я делаю? Я изменяю размер холста. Здесь переключаюсь на пиксели. И по высоте у нас стоит 1080 пикселей. Я изменю ее, ну, хотя бы до 2000. Так, и поставим верхнюю точку, чтобы у нас он от верхней точки добавлял. Чтобы у нас вот здесь было, ну, не было ничего нового. Хотя, как-то многовато. Окей, теперь просто выбираем вот это вот все дело через Shift, зажатый, естественно. И... В смысле, вставить так нельзя? Ладно. Добавим все это дело в папку. И переместим. Нет, может, я что-то не то нажал? Вот, я, видимо, что-то не то нажал. Бывает. Но на самом деле мне нужно гораздо меньше места. 1500... Нет, 1600 пикселей. Вот, то, что нужно. Наверное. Продолжаем. Здесь, естественно, нужно теперь немножечко так подрисовать. Через зажатый Alt тыкаю в глаз вот этому слою. У меня тут все прячется. И я просто добавляю сюда еще новых, так сказать, цветов. По сути, я просто сюда добавляю еще темно-синего. Можно это сделать через кисть, потому что нам здесь сейчас разводы особой роли не сыграют. Либо мы сейчас через кисть сделаем вот так вот более плотно, а через акварельную кисть
уже вот так вот разбавим. Это у нас подобие фона будет. Его уже можно будет рисовать чуть позже, когда основная графика будет готова, чтобы знать, какие элементы сюда добавлять, а какие лучше пока не надо. Так, я здесь как бы тоже сымитирую стволы деревьев. Хотя это сейчас очень рискованное занятие, но попробовать стоит. Окей. А обратно тыкаем в глаз, удерживая Alt. И все остальное через зажатый Shift и выбранный инструмент перемещение. Так, это у меня. Вот так вот немножко опускаем. Еще чуть-чуть. И теперь у нас появилось место, чтобы либо продолжить стволы деревьев, что как бы в принципе было бы вполне логично, но мы ведь можем добавить сюда еще и листву, а значит именно это мы и сделаем. Сейчас только с вот этим большим, потому что на нем еще листвы скорее всего пока не будет. Окей, возвращаемся на нашу земельку, потому что ее тоже сейчас надо продолжить. Причем продолжить можно разными цветами. Чтобы она тоже у нас не была такой вот однородной. И здесь я хочу добавить еще водичку. Ну серьезно, вода очень хорошо скрашивает практически любой уровень, добавляет туда новые детали, новые отражения. В общем, вообще делает классные вещи. И даже любой не самый примечательный уровень может вытащить по дизайну обыкновенная вода. Любого цвета, любого течения. В общем, вода тащит. Рисуйте воду. А вот какого цвета сюда добавить воду, это уже вопрос интересный. И мы это будем пробовать на новом слое. Вообще, можно добавить сюда ярко-голубенькую вот такую водичку. И опять же, не нужно делать ее супер однородной. Но сам штрих желательно сделать более-менее ровный. В некоторых местах тоже так набросаю. Вот, в принципе, неплохо. Посмотрим по черно-белому. Так, а черно-белый у нас не до конца доходит, а? Давайте его зальем. Вот. В принципе, нормально. Но выделяется как бы по контрасту. Даже чем ближе элемент, тем он как бы темнее должен быть. Вот, а вода это правило, практически полностью нарушает. Кстати, интересный эффект, но... в принципе, я оставлю такую вот воду. Разве что добавлю сюда... Ой, еще немножко разных таких вот оттенков. Напоминаю, что это сейчас пока просто концепт. Саму игровую графику мы будем делать уже прямо из этого концепта. Будем вырезать все вот эти деревья, будем их прорисовывать более качественно и красиво. А сейчас нам важно собрать как бы общую концепцию уровня, чтобы мы знали, что и как рисовать, в каком цвете и где все это дело будет располагаться. Кстати, в лесу можно даже немножко зеленоватой воду сделать, по крайней мере, ближе к берегу. А может и не надо.
Но однозначно можно добавить что-то вроде вот такой вот пенки, которая будет разделять, собственно, саму земельку и нашу воду. Хотя мне сейчас кажется, я немножечко с этим переборщил, но это будет видно уже немного позже. Вот вообще еще интересный вариант использовать аэрограф, чтобы добавлять такие более мягкие переливы цвета. И особенно интересно это использовать в разных режимах наложения. Например, создаем новый слой, ставим сюда оверлей, перекрытие. Где он? Ага, он здесь в самом верху. Окей. Берем светлый цвет, потому что светлые цвета, короче, все, что выше вот этой вот половины, будет осветлять наш рисунок. А все, что ниже этой половины, будет его наоборот затемнять. Не благодарите. А на затемнение я советую использовать какие-нибудь синие тона. И не слишком насыщенные, и при этом не слишком темные. Ну и вообще для затенения даже неплохо подходит режим наложения умножения. Вот оно здесь почему-то по-русски написано, окей. А для осветления, конкретно для травы, я сейчас возьму не такой насыщенный цвет. Потому что насыщенный цвет будет прям пережигать. Ну, некрасиво как-то. Вот если только легонечко. У нас как бы даже такой фокус появился на вот этот вот участок. Вот, ну согласитесь, с ним уже как-то поживее выглядит, поинтереснее. И появились как бы вот такие вот рефлексы. Они, может, сейчас не очень очевидны, но если их стереть, то их уже видно. Точнее, видно их отсутствие. Что теперь касается дерева. Для дерева я возьму снова коричневый цвет, но уже так, не на ластике желательно, но уже более светлый, более яркий. В принципе, тут нормально все. Вот, и ориентируюсь на тот фактор, что солнышко как бы у нас вот такое вот коричневое солнышко светит у нас справа налево. Соответственно, правая сторона у всего вот этого дела будет как бы светлая, а все остальное, как бы все, что у нас слева, будет как бы в тени. Мне кажется, немножко неудачно я цвет подобрал. Ну ладно, сейчас разберемся. Слишком он какой-то насыщенный. А если сделали слишком насыщенный цвет, просто возьмите менее насыщенный и покрасьте поверх. Обычно это дает очень такой интересный результат. То есть появляются как бы такие разные оттенки, и это выглядит красиво. О, и это тоже сейчас выглядело красиво. Самое главное сейчас не увлечься прям детализированием, иначе концепт у нас реально превратится уже не совсем в концепт. Я сейчас просто набросаю рефлексы, так сказать, чтобы более живенько выглядела наша общая картина. Здесь у нас будет корень, один из корней.
И здесь, пожалуй, тоже. Так, ну здесь я немножко пережал с цветом. Вот, отлично. А теперь вообще в чем секрет простого рисования деревьев? Просто делаем вот такие вот штрихи. Затем более темным цветом между ними вот также проводим. А соответственно это все смешиваем. Получаем не совсем однородную массу. Берем еще более светлый цвет, мешаем. И в общем как-то так получаем кору. Вот. Ну, на деле это, конечно, выглядит все намного интереснее, как, например, вот тут. То есть раз штрих, два штрих, три штрих. Более темный цвет между ними вот так вот провел. Можно даже еще более темный цвет взять. Но главное не вот такие вот прям, чтобы аж прям вах, прям много. А вот так вот легонечко, аккуратненько, со вкусом. И уже это будет намного интереснее смотреться. А здесь для рефлекса я возьму яркий такой голубоватый цвет. Как бы оттуда еще свет идет. А пока не знаю, что из этого получится, но по идее должно быть красиво. То же самое касается и этой стороны. Не забываем, что у нас дерево не плоское, оно все-таки имеет какую-то структуру более-менее круглую, если посмотреть сверху, то есть у нас корни уже вот так вот в разные стороны могут идти. А не просто как некоторые делают, а как бы вот такие вот. Так, переборчик. А вообще в таком стиле самое сложное, ну, может, не прям самое, но для меня вот конкретно, это подбирать такие цвета, чтобы все это выглядело органично, красиво между собой. Вот, и при этом, ну, реально было приятно на это смотреть. Это самый большой затык. И постоянно, например, сидеть и подбирать вот так цвета, это очень долго и очень муторно, и поэтому я в таком стиле раньше особо как-то не практиковался, как-то не получалось. Вот. А сейчас, видимо, с опытом, когда уже попробовал в том же пиксель-арте использовать различные цвета, просто в разных концептах, пока тестировал другие планшеты, видно, ну, рука набилась, мозг тоже, хотя он скорее отбился. Но, тем не менее, уже какое-то чувство цвета появилось, и уже в таком стиле рисовать попроще. А теперь снова, кстати, возьму аэрограф и возьму новый слой. Режим умножения. Беру просто вот такой темный цвет. Смотрим. Нет, слишком пережженный получается. А если попробовать синим? Ладно, умножение у нас сюда не потянет. Хотя, если делать не аэрографом, а вот чем-то вот таким, то в этом может быть смысл. Но мне все равно не нравится. Окей, тогда переключаем на оверлей. Верхушку немного все-таки подтемним синеватым цветом, но не переборщим. А здесь серединку, особенно лицевую вот эту правую часть, вот так вот выделим. Вот, пока ее сливать не буду. И вообще что-то аэрограф мне сегодня не заходит. Вот, небольшая такая переделочка, но, на мой взгляд, так все-таки лучше. Или же нет?
Нет, в любом случае так прикольней. Можно попробовать с аэрографом, здесь еще немножко подработать. Буквально вот так и немножко другим цветом. Вот. Вот теперь мне все нравится. А выделяю все это через Ctrl-Shift и через Ctrl-E все сливаю. А с этим деревом уже можно было бы закончить, но я возьму еще чуть более темный синий цвет и просто ему назначу как бы такой более четкий объем, потому что сейчас у него не совсем понятная структура корней, ну и вообще сама структура дерева, собственно. Вот. Так хоть чуть-чуть понятнее будет. Опять же, здесь не нужно увлекаться, потому что если мы будем сейчас вот так вот все прорисовывать, оно даже потеряет свой шарм. Поэтому просто я увожу некоторые детали в тень, и их даже там не прорисовываю. Они как бы в тени вот просто растворяются, и все. Как бы такая фишка, что, возможно, воображение просто дорисовывает за нас. Может, это как-то еще по-другому работает, но это работает. Поэтому грех этим не воспользоваться. Тем более, когда работаешь один, и время не то чтобы ограничено, но любой труд хочется сделать побыстрее, если только ты в конкретный момент не релаксируешь. Как бы одно дело рисовать, когда ты просто сидишь, тебе хочется помедитировать, и вот в таком случае, да, прям делай вообще что хочешь, особенно когда умеешь рисовать. У меня раньше не получалось релаксировать при рисовании, потому что я рисовать не умел, и пытаясь что-то нарисовать, наоборот, раздражался еще больше. Вот такие вот жизненные истории. Так, все, я начинаю увлекаться уже этой фигней, поэтому надо быстренько переходить к следующему элементу. Окей, сохранились. Немножко еще тут добавим травки. Так, я не забываю, что у нас здесь включен режим наложения оверлей, поэтому его отключаем и только потом выбираем цвет пипеткой. Иначе у нас будет как бы постоянное наложение нового цвета, и, соответственно, будет уже совсем не то. Где-то травку сделаем вот так вот повыше. Так, не понял. Теперь понял. А вообще сюда зашли бы еще всякие грибочки, камушки. Поэтому их тоже можно будет нарисовать, но так, при детальках. Вот, и также, я думаю, было бы неплохо за деревьями создать какой-нибудь кустик. Ну-ка. То есть моя техника достаточно простая. Я сначала беру темный цвет, а затем просто по слоям как бы накладываю более светлые цвета, и тем самым уже получаю такие вот структуры. Так, ну это слишком насыщенный получился.
Здесь ближе к синему еще надо. У нас все-таки это на фон. А вообще для листвы отдельную кисть потом будем создавать. Потому что самому вот так вот их это все прорисовывать занятие неблагодарное. И за деревом тоже желательно добавить всякую травку, чтобы она тоже выделялась. Так как она у нас полностью практически в тени, поэтому у нас как бы и цвет такой получается синий. То есть оно у нас даже без каких-либо деталей. Мы можем сюда добавить что-нибудь вроде такого, но получится каша и будет, ну, некрасиво уже будет. Поэтому вот чисто такой вот силуэт, и все нормально. Да и здесь тоже можно разбавить такими вот. Вот, но здесь желательно более четкие контуры для этого делать. Тогда оно будет посимпатичнее смотреться. Особенно если делаете что-то вот такое вот большое. То есть из этого даже можно сделать маленькое такое деревце, на которое даже можно повесить листву. В общем, хочу сказать, просто не бойтесь экспериментировать.
Как тебе такое, флатинга? Ну а если серьезно, то на этом видео можно заканчивать, потому что полировать дальше уже не будет смысла. А здесь и так уже появилось немного лишних деталей, которые в конечном варианте скорее всего уже будут убраны. И осталось лишь сделать из этого полноценную графику для игры, на которой уже можно будет бегать персонажем. И я это сделаю, если это видео наберет хотя бы 1000 лайков, тогда я пойму, что вам это действительно интересно. Ну а также оставляйте комментарии под этим видео, выражайте свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось. Ну и конечно же, чтобы вам было интереснее оставлять комментарии, спустя 2 недели я разыграю один из своих курсов по созданию пиксельных фонов для игр. Поэтому оставляйте комментарии, ставьте лайки и делитесь этим видео со своими друзьями. Ну а с вами был Арталаски. Пока.